О, по-моему, пошло. Пошло. Так, всем привет. Опять продолжается эпопея с проводами. То есть, опять вычисляем эти долбаные провода, которые якобы графитовые, да, у нас. Опять же, как их вычислить можно? Разбираем. Автомобиль Лада Калина 2. За качество видео пока не ручаемся. Учимся, скажем так, да? Так, значит, сняли один провод. Проверяем. Скажу сразу, занимаюсь ними меньше года, этими проводами. Кстати, занимаюсь ремонтом. Все клиенты довольны. Вот, кстати, потеря у нас в одном проводе в первом цилиндре 9,6. Свыше 10 килоом это уже считается не нормой. То есть машина должна не завестись, по идее. Если завести, то будет подтраивать там, поддергиваться. Честно говоря, не проверял. Сейчас все быстренько промеряем и будем продолжать. Провода эти не с этой машины, а сняты с Жигулей 14 модели моего клиента, который жаловался на поддергивание при наборе мощности 7,8. Но это еще ничего. Там, конечно, 9,8 уже перед смертью. Да. Вымутил мне провода, конечно же, за отдельную плату. Мне пришлось на его дергающихся доехать домой. И сейчас уже с прибором выясняем, что с ними. 6,6 это тоже неплохо, но здесь и длина короче. Чем короче провод, тем меньше потерь. Так, чтобы их не путать. Так, есть. И последний, четвертый. Самый короткий провод. Самая минимальная потеря должна быть. Но она, однако, все равно 6 килоом. Могло быть и меньше. Так. Где наша медь? Медь тут. Проверяем, замеряем. Опять же, меряем всю бухту. Врать не буду, сколько тут. Но много. Не на один комплект хватит. Может, даже не 10. Так, так. Оп. Потеря. Видно, да? Тестер ничего не переключался, а также 200 килоом. Меняем провода. Сегодня все видео запишу полностью. Машина моя, поэтому спешить некуда. Вчера на семерке менял. Это клиент, получается, была клиентская машина. Клиент торопился, поэтому обрезал видео и кусками его кое-как мы смонтировали. Отвертку где-то опять. А вот здесь. Так, что нам понадобится? Отвертка, чтобы разобрать. Клещи заказал под эти дела, то что пассатижами все равно некачественно получается обжимка. Обжать можно, но не то. Еще что самое прикольное, можно сделать индивидуально под каждый автомобиль, практически, у которого есть высоковольтные провода. Разбираем его. Немножко так. Булки ему разжать. Так. ЖК, ну подай мне там. Хотя я сам возьму. Прикинь, пассатижи. Разжимаем. Фен технически еще нужен для того, чтобы провод советский, зараза, очень жесткий. Он старше меня на год. А именно 82-го года выпуска. Поэтому мы его перед тем, как обжать, подогреваем немножко, чтобы он был более эластичный. Литол нужен, чтобы нам было проще всего заправить его в провод. Что все-таки резина немножко сопротивляется.
Так, это у нас тот, который был 9 с чем-то килоом перед смертью. Сейчас мы его обожмем, поставим, соберем и опять же тестером на 200 килоом проверим. А, подальше. Пардон. Так, одеваем. Немножко его наживляем, чтобы он никуда не сполз. То сейчас феном начну греть, он слезет обязательно. Фен, фен, фен. Нурофен, где он? Оп, поехали. Просто так он лучше обожмется, когда он будет прогрет. Провод, в принципе, неплохой. Проходит, мне кажется, не 1 год, но его нужно подогревать, чтобы он лучше обжался. Вставляем. Оп. Есть. Ну да, видно, да? Хорошо, то есть обжат, туда завальцевался, горячий, зараза. А еще что советую, частенько на классиках эти, ну как, железные наконечники всегда ржавеют, да и бронзовые тоже окисляются, поэтому и здесь тоже чуть-чуть подмазать его. Так, ставим, размечаем, где у нас тут на модуле, здесь внизу. Учитываем сразу, что у нас будет ставиться вот такая вот скоба, то есть чтобы они более-менее и красиво смотрелись, более не как они длинные, так и не короткие. То есть где-то вот здесь вот откусываем это дело. То есть одна часть у нас готова. Делаем следующую. Так, берем этот. Литого опять побольше. Чтобы с видео, да, научиться вот этот конвертер. Мауи, не ругайся. Я еще не научился звук пип делать. Разбираем. Следующую сторону. Плохо, зараза. Разбирается, но игра стоит свеч. Так, этот у нас 9 с чем-то. Потеря была. Такие провода можно изготовить практически на любой автомобиль. Единственное, который мне не поддался, это Toyota Camry старая. Потому как у них бронепровод высоковольтный в 2 раза тоньше. Точно не буду брать, там миллиметра 4, по-моему. А здесь 7. Поэтому родные колпачки он просто не залазит. А так были и Opel, и Hyundai, и старые Audi, и Volkswagen. Это практически все иномарки, какие есть. Даже была катер какой-то с мотором Mercury или как-то там, или Меркурий. Американский двигатель какой-то. Тоже поменяли на нем. Так, стопы. Подогреем сейчас. Оба-на. Что, проверяем? Сейчас мы его намажем тоже на ноги. Литола не жалко. Потом мажем все. Так, выставляем опять 200 килоом. Заряжаем. Оп. По нолям. Вешаем. Так, где-то тут. Здесь ставили. Еще что меня бесит, если так новые комплекты ставишь бронепроводов. Они всегда длинные, либо короткие, не натянешь.
Либо этот, на те же даже Жигули. А, Волги, Газели еще ставил. Все довольны. Машина лучше себя ведет. Себе, кстати, ставил по поводу расхода ничего не могу сказать, поэтому потому как у меня, то есть всегда по-разному, как оно называется, в разных нагрузках, да, мотор работает. Ну да, груженый, да. То есть у меня нет такого, что я 90 выехал и держал всю дорогу. Где-то психанешь, где-то дорога позволяет. Вообще, честно говоря, расход зависит от многих факторов, не только от бензина. От размера ноги еще много зависит. От веса правой ноги. Размера правой ноги. Не, ну мой размер труху приподнимает ее человек, правильно? Тык-дык. Есть. Вот здесь чуть-чуть хвост завернулся. Можно это все дело делать пассатижами, поначалу так и делал. Единственное, больше возни с ними, во-первых. Во-вторых, она нормально не обжимается. Все-таки вальцеватель он для этих дел и служит. У меня уже ушла, мне 4-я или 5-я бухта получается. Здесь больше 200 метров, точно не помню. Это буквально за год, по-моему. Тут даже и года нет. Мажем и собираем. А, кстати, скоро еще постараюсь записать видео. Если я перенес топливный фильтр на своем автомобиле, он, получается, под днищем стоит. Я его установил здесь. Взял кронштейн от семерка, пятерка от классики инжекторной и перенес его сюда. То есть тут что мне осталось, так это сделать переходник вместо фильтра, который установлен на штатном месте. Ну и завязать все это трубками. Удобно при ТО. Да. Так. При Советском Союзе свечей нормальных не было. Зато провода были, да, нормально? Сейчас с точностью наоборот. К свечам претензий нет. Ни к зазорам, ни. Ну, маленькие свечи еще. Ты даже говёные купи какие-нибудь. Ну, не знаю, на моей вещи. Человек работает. Инжикарская, блядь. Вот именно который, понял, черная с оранжевой коробочкой. Ага. Вот она ходит. А если покупаешь 4000 чего, это пластиковой коробочки такой, блядь, с бумажкой, то все. То у меня вещи. Ну, конечно, с моим стилем езды не надолго подают. Да вообще, если честно, свечи, их лучше менять 1030 и выкидывать, даже не смотреть там зазоры, мерить сопротивление или еще что-нибудь на свечах, под давлением и проверять. У них, по-моему, ресурс 1030. Ладно, еще раньше там на восьмерках, девятках горели коммутаторы, на классике контактные системы зажигания, контакты сгорали. Сейчас на всех инжекторах это мозги могут аукнуться. Потому что там своего рода коммутатор стоит. Только попадусь на большие деньги. По-моему, дешевле свечки поменять. Тик. Ты роллы принес? Не, еще не ходил. Хочешь, сходи, пока возьми. Давай, покажу.
По поводу холодных пусков, то есть по теории должно быть лучше. Честно говоря, это мне первая зима будет на них, поэтому ничего не могу сказать. Да и машина чаще всего в гараже стоит. Ну, из обратной связи с клиентами все довольны. Общался еще с человеком по поводу китайских проводов на Алиэкспресс. Не знаю, на eBay, наверное, везде есть. То есть там тоже провода нулевого сопротивления, как их называют. Но мне сказали так, что там не медные, а алюминий объединенный. Из своей практики личной знаю точно, что алюминий, если он не в салоне находится, а под капотом, это во влажной среде постоянно. Не постоянно, большую часть. Он превращается через год в труху. То есть поставишь, да, сопротивление 0 будет, но этого надолго счастья не будет. То есть где-то годик, полгода и хана проводам. А стоят они тоже 700 рублей метр. Я когда себе первый раз поставил эти провода медные, честно говоря, не знал, что у меня, вернее, думал, что у меня проблемы как бы нету ни с чем. Оказывается, что я заметил после установки их, что у меня машина перестала дергаться при наборе мощности, при резком. То есть, если плавно набираешь, как бы проблем нет. А если резко начинаешь ускоряться, то есть были какие-то дергания в нем. И все это ушло. На тот момент у меня было всего лишь немного этого провода. Но потом я всерьез озадачился предлагать еще их и клиентам. По поводу сопротивления, там тоже читал немало этих в интернете, в других источниках, что, мол, без сопротивления там будут какие-то негативно влиять. Негативно влияет на радио. Опять же, если у вас стоят свечи безрезисторные. В моем случае у меня стоят заводские А17ДМРВ. ДМРВ. Во. R буква, это означает, что с них стоит резистор. То есть радио у меня не трещит, магнитола, ничего такого нету. Да и в принципе сопротивление в любом случае будет. Безрезисторные свечи, их не так просто, по-моему, найти. Во всяком случае, по нашей горке. Так.
слышал еще такую вещь, что провода, если не найдете, то они медные, могут стоять на, ну как комплекты, Газон, ЗИЛ. Цена у них небольшая. Главное найти. А этот еще Chevrolet Cruze был. Это когда мне? Короче, женщина по весне поменяла бронепровода. Как она мне рассказывала, что у нее комплект стоил 2 800. Проездила до августа месяца. И автомобиль затроил полностью. Ну, честно говоря, проверил. А? Да, вот не надо. Угу. То есть проверили. Поменяли свечки. Перед этим прочистили форсунки. То есть, правда, честно говоря, даже не грешили. Все-таки оригинал. И вроде бы не Жигули наши. Но оказались они. Поэтому пишите, как это сейчас модно говорить, ставьте комментарии, да? Подписывайтесь. Только ответить смогу вечером, то что днем я работаю в основном, а сейчас я своей машиной занимаюсь. Как говорится, к диалогу готов, да? Все-таки интересно, что же мнение людей послушать, что они думают по этому поводу. Всех точки зрения разные. Понравится, будет интересно, будем еще записывать. Но не именно бронепровода. Установку дневных ходовых огней на разные автомобили тоже ставлю. Парктроники, парковочные радары, музыку, всякие штучки. Я все записывал, ну как, на мобильный телефон. Но, честно говоря, без озвучки, без ничего. Планирую по весне записать нормальное видео. Выгнать красивое место, помыть ее хотя бы для начала. У меня есть видео там за магнитолу на андроиде. Магнитолы, честно говоря, очень доволен. Все меня в ней устраивает. Получается больше. Это будет год, да, магнитоле? Ну, или меньше. Ну да, 2 года машине. Год магнитоле. Никаких нареканий на нее нет. Выписано с Алиэкспресс. Короче, доволен. Камера была тоже в подарок. Ну, постараюсь по весне записать видео. Как-то обзор. Здесь что-то вообще его потрепало. Ну, поэтому и подтраивало.
Делаем все. Не торопясь. Повторюсь, машина моя, никто меня никуда не гонит. Отвертка я тоже не объяснил. Они, получается, еще многие производители этих высоковольтных проводов приклеивают на клей их. И просто так они не стягиваются. Нужно сперва отверткой их разворошить. Предварительно в какую-нибудь смазку их обмазал отвертку. Так как у меня отвертка уже пропитана тут детолом, я ее не обмазал. $4 стоит кабель базар. На что? На приставку? Да у братьев у китайцев. Валик. Что это сколько бабосов? Да что сейчас волк? Хер его знает. Мне их нету. Музыку в начале видео, честно говоря, не умею записывать. Да и при просмотре ютуба она меня тоже частенько накаляет. Все. Огонь. Жека, ну взгляни. Взгляни-ка. Провода. Красные, гламурные. Ляля. Вот. Кнопочку нажми там наверху. Бля, Рику вешаться? Да. Вот. 60 рублей. 60-137 Что именно? долларов стоит. Рыльч. 64, 240 рублей. Слышь, а ты можешь заказать на Аликах? Ты ж там хочешь нахуй эту хуйню? Закажем, давай завтра пробегим на Восточный, кинем бабусы на карточку. И без проблем. Просто, блядь. Сделаем все, что ты паришься. Я Давай думаю, сейчас я видос думаю, загрузим. Я думаю, его если покупать мало, О, блядь. пойдем кран прилепим. Сколько? Давай сейчас на скачивание поставим, сейчас руки помою. Я говорю за то, что я думаю, заедь нахуй на этот, скажи. Даже если я пойду на эту хуйню схожу, блядь. Ну скажи, не скажу, блядь. На радиорынок, нахуй. Я не думаю, что он там будет меньше 5 стоит, да?